Всех приветствую на канале Бенди Крипто. Меня зовут Никита Гринбенди, и сегодня мы разберем проект TapSwap. Все, как вы просили, вот ваши комментарии, которые просили TapSwap, пожалуйста, сегодня будет разборчик. Но перед началом видосика хочу вам сказать огромное спасибо, нас уже 400 человек, буквально там в видосе по Hamster Combat залетело, очень много людей подписалось, все, кто подписались. Оставайтесь с нами, будет очень весело и интересно, буду рассказывать про криптовалюты, как заработать, всякие проекты популярные и многое другое. Поэтому, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, ставьте лайк, делитесь роликом, а мы погнали! Так, вообще, давайте разберемся, что у нас такое TapSwap. Это у нас аналог ноткоина, причем вообще полный аналог, но немножко по дизайну он, конечно, отстает, и, в принципе, меньше функций всяких, там нет, допустим, такого заработка, как было в ноткоин, там нету кучи заданий, но в заданиях, вот заходите в Task, там есть задание очень важное, где нужно подключить ваш Solana Wallet, и выполняем это задание обязательно. Можете даже создать отдельный кошелек для TapSwap, если вы боитесь за свой кошелек, вдруг там что-то с ним станет, то переходите в задание, нажимаете Connect Wallet ваш, вы переходите в браузер, у вас появится кнопочка Connect, но мы берем, копируем ссылку эту, и эту ссылку вставляем в любой кошелек. Я, допустим, на свой основной аккаунт подключил кошелек Backpack, а на второй аккаунт я подключил Phantom, и вот сейчас вам на третьем аккаунте я покажу тоже, там, не знаю, на примере, не знаю, Soulfire давайте возьмем. Просто берете эту ссылочку, копируете, вставляете в браузер внутри кошелька и подключаете свой кошелек. Ну, если у вас нет кошелька, то вы его создаете, обязательно запоминайте свою сид-фразу, и после того, как подключили кошелек, можете опять переходить в задание в боте и забирать вашу награду за подключенный кошелек. Все, это мы сделали. Дальше. Как бы обозревать бота тут нет смысла, тут, я думаю, уже все разобрались. Если вы не разобрались, то в бустах вы можете прокачивать тапы, прокачивать, что еще? Скорость энергии, количество вашей энергии, плюс есть бусты, которые пополняют полностью энергию, которые дают буст к нажатию. Все, как бы по проекту больше ничего. Можете приглашать друзей, вы будете за это получать всякие бонусы, и можете посмотреть статистику, уже наманено 25 триллионов монет. Жесть, огромное количество. Игроков 10 миллионов, это, кстати, походу второй проект по популярности после ноткоина. Там у Hamster Combat уже сколько там, 6 миллионов, да? А тут вот 10, то есть, ну, это вот. Следующий после ноткоина это TapSwap идет. И я вам скажу, что daily users, кстати, тоже очень много. 3 миллиона 200 человек каждый день играет в игру. Каждый день вы вдумайтесь, сколько это людей, это очень много. И давайте тоже разберем по проекту, что у нас вообще, он будет выходить, не будет выходить, что там с токеном, когда это все на их одностраничном сайте. Ну, сайт, конечно, вообще прям выглядит очень слабо, максимально прям, как будто его какой-то школьник там с 3 класса создал этот сайт, не в обиду ребятам, вот, но у них есть white paper это документ, в котором содержится вся информация о проекте. И, кстати, еще насчет Твиттера, у них Твиттер тоже довольно-таки раскачан, да и Телеграм-канал у них тоже очень сильно раскачан, там огромное количество подписчиков, огромное количество активности, лайков, репостов, то есть людям интересен этот проект, они смотрят за новостями, смотрят вообще, что там TapSwap мутит. И они, кстати, недавно анонсировали пулы. Что это за пулы такие? Мы будем стейкать наши вот эти вот монетки внутри игры. И, кстати, монетки внутри игры и токен TAPS — это разные вещи, если что. Потому что наш баланс потом будет переконвертирован в TAPS, токен уже проекта. И там будет конвертация, скорее всего, не 1 к 1, потому что уже наманен 26 триллионов. А монет хотят всего раздать вроде 300 миллионов. То есть уже 25 триллионов наманено, хотят раздать 300. Но это мы все сегодня увидим в white paper. Так вот, что это за такие пулы? Мы будем стейкать наши игровые токены, и за это получать, скорее всего, тапсы, то есть монеточки уже самого проекта. Листинг тоже сейчас разберем, все это в white paper есть. И погнали уже тогда к самому white paper, потому что по новостям больше ничего такого интересного. Вот ждем 30 мая, когда откроются пулы, и будем стейкать наши токены. Я ссылку на white paper, точнее на их сайте оставлю. White paper находится вот здесь вот, просто нажимаете, бам, и у вас открывается white paper. Он какой-то лаганный, я не знаю, у меня вроде нормально, потом лагает как-то. Хотя это документ просто, как он может лагать, ну ладно, очень странно. Сразу вот они говорят, какая цель проекта. Они хотят создать свою DEX биржу, как я понял, децентрализованную биржу, где можно будет свапать всякие токены. Это вот их основная цель. Потом они будут давать нам награды за стейкинг, то есть мы будем стейкать токен TAPS, и нам будут за это начислять награды. Потом мы сможем голосовать токенами TAPS, вот написано прямо здесь, что холдеры монеток смогут голосовать и участвовать в развитии проекта. То есть, вот смотрите, вот допустим, есть какое-то голосование, типа сделать так или так. Если больше людей проголосуют за один какой-то вариант, то этот вариант примет команда. То есть люди будут решать, что будет дальше с проектом. То есть разработчики будут выставлять вам какие-то, не знаю, возможности голосования, вы будете голосовать, и чем больше принято голосов, то решение будет приниматься. Все. Надеюсь, вы поняли, как я объяснил. Ну и всякие они будут еще ликвидные пулы, маржинальный трейдинг, они хотят вот трейдинг еще сделать с плечами, со всем этим, как все любят, чтобы там можно было сотое плечо и сразу ректануться. И они делают свой проект на блокчейне Solana.
Всего токенов будет 1 миллиард, и сейчас мы рассмотрим, как же они будут их раздавать. 50% токенов уйдет активным участникам проекта и членам сообщества. Те, кто предоставляют ликвидность, то есть заблокировали свои токены, и тем самым предоставляют ликвидность для тех, кто там свапает, торгует, всякими такими делами занимается. Плюс за торги на платформе. Платформа еще не запустилась, но когда она запустится, за торги вам будут давать тоже токены. Те, кто будут активно участвовать в голосовании, то есть тоже владельцы токенов смогут голосовать за всякие фишки, которые проект будет внедрять в будущем. И тем, кто активно поддерживал проект и продвигал его. Еще 30% будут залочены в казначействе, которое пойдет на разработку платформы, финансирование инновационных проектов. То есть они, скорее всего, будут еще свой лаунчпад запускать, и там будут запускаться новые токены, и это тоже будет, короче, там как-то двигаться все. Можно будет участвовать в лаунчпадах и получать токены других проектов. Вот, ну, это я так, по крайней мере, как понял и как я думаю. Всякие маркетинговые компании, то есть тоже с Treasury нам будут, скорее всего, давать токены за всякие выполнения заданий, либо активностей. Также они оставили 10% для своей команды и 10% на маркетинг и ликвидность. Теперь, как вот эти вот 50% комьюнити, как они будут распределяться? 30% это 150 миллионов тапс будут распределены среди тех, кто манил их в Telegram. Опять же, если у вас там какой-то миллионный баланс, это не значит, что вам миллион токенов дадут, потому что всего 150 миллионов раздадут. То есть ваш баланс будет как-то конвертироваться. Я не знаю, какое там соотношение будет, можно просто гадать. Какое-то будет соотношение, при котором ваш баланс будет конвертирован в тапс. Еще 20%, то есть 100 миллионов тапс раздадут активным участникам платформы TapSwap. Какие будут критерии для раздачи, пока что не указываются, но вот мы сможем 20% еще с airdropа забрать. То есть не только то, что мы наманили, но еще и сверху с airdropа, если мы будем активно участвовать в развитии проекта. И вот, про эти вот лаунчпулы, про которые я говорил, то что вот 100 миллионов, 20% будут в лаунчпулах, где мы сможем, скорее всего, лочить наши тапсы и получать токен другого проекта. И потом этот проект либо холдить, либо продавать и зарабатывать себе деньги. И еще будет 30%, то есть 150 миллионов токенов раздадут тем, кто будет обеспечать ликвидностью, то есть заблокируют свои токены. То есть вот есть какая-то там пара, допустим, TAPS, USDT. Если вы заблокируете свои TAPS для этой вот пары, то есть там будет какой-то процент, который будет вам выплачиваться. То есть вы свои токены заблокировали, и вам будут выплачивать процент за то, что вы заблокировали свои токены, за то, что вы предоставляете ликвидность. То есть вашими токенами будет пользоваться, но вы все равно сможете их забрать. Я не знаю, как там будет, либо на какое-то время можно будет заблокировать, либо можно будет прям сразу же забрать. То есть вы заблокировали, если вам вдруг токены понадобились, то вы сможете в любой момент забрать. Либо там будут какие-то определенные даты, на которые там на месяц можно будет заблокировать и так далее. И опять же, вот тут у нас про казначейство. Это вот дополнительные токены, которые вот 30% будут отложены. И они будут разблокированы не сразу, они будут разблокироваться 5% каждый месяц, чтобы не давить на рынок. Еще они очень много говорят в своем white paper, то, что мы будем главными в этом проекте, мы будем голосовать. То есть они нам будут предоставлять какие-то возможности, мы будем голосовать, и за счет большего количества голосов будут приниматься решения. То есть они прям на этом максимально делают упор, не раз упоминаю в своем white paper. И причем каждый, любой, то есть человек сможет посмотреть, кто сколько проголосовал и где больше процентов. То есть все будет открыто максимально, мы сможем голосовать, а другие люди смогут смотреть, сколько где проголосовано, чтобы не было никаких подкруток, ничего. Тут у нас описано, за что мы сможем голосовать. Это управление денежными средствами, то есть куда будут деньги проекта направляться. И изменение дохода от своп операций, то есть, когда свапается какой-то токен на какой-то, платится комиссия. Мы сможем, допустим, регулировать эту комиссию, сколько она будет, тоже путем голосования. Тут еще написано, чтобы ваш голос был принят, нужно проголосовать как минимум 4% от количества TAPS. То есть у вас есть там какое-то определенное количество TAPS, и чтобы ваш голос засчитался, вам нужно проголосовать не менее 4% от общего депозита. Вот так вот. И тут еще можно будет голосовать за пары, в которые мы сможем предоставлять ликвидность. Мне очень нравится, что сразу у токена будет utility, то есть его можно будет и в голосованиях использовать, и в ликвидность предоставлять, и за это получать доход. То есть очень много будет utility, это очень хорошо. Если, допустим, токен просто существует и у него нет никакого применения, то это плохо. А тут сразу вот куча вам разных вариантов применения предоставляют. И это огромный плюс. И вот наша дорожная карта, где мы скоро узнаем, совсем скоро, не перематывайте, когда же будет все-таки листинг. Ну, по крайней мере, предположительно. В дорожной карте у нас, во-первых, в первом этапе это бот Telegram, где мы сможем добывать монетки. Это уже есть как бы. Потом будет еще свапалка внутри Телеграма, но пока что ее нету, то есть они еще, наверное, ее разрабатывают. Где мы сможем наши токены внутри, точнее, наши монетки в игре обменять на токен TAPS. Во второй фазе у нас будет запуск свапов, то есть мы сможем свапать разные токены, то есть один токен обменивать на другой токен. И запустить там майнинг ликвидности. Вот, что у нас ждет, скорее всего, 30 мая, вот майнинг ликвидности, где мы сможем заблокировать наши монетки в игре и за это получать токен TAPS, скорее всего. И еще во второй фазе у нас запустится возможность вывода токенов. Мы сможем наши токены вывести в TAPS и потом либо продать, либо оставить себе. А в третьей фазе у нас будет вознаграждение держателям токенов и предоставление сообществу возможности голосовать и влиять на решения команды. И разработчики говорят, что токен будет добываться и распределяться постепенно, то есть в течение 6 месяцев. Они запустились 15 февраля и где-то к 15 августа закончится распределение токенов, поэтому не ждите скорого листинга. Я думаю, мы будем еще майнить до 15 августа как
минимум, а уже потом будут какие-то у нас новости по поводу листинга, либо вывода токенов. Ну, может быть, они сделают и раньше, и мы сможем еще добывать токен, и получается, и сразу его выводить. То есть они сделают какую-то там систему. Вот. Но как минимум до 15 августа у нас есть возможность майнить, поэтому не расслабляемся, заряжаем наши пальчики и жестко-жестко кликаем. По ссылочке в описании можете перейти, если вы еще не играли, у вас как минимум есть еще время, чтобы зайти и начать играть, и начать зарабатывать токены. Можете прокачиваться на максимум, потому что тут прокачка ограничена, то есть до 20 уровня можно максимум прокачаться. Допустим, нажатие ваше максимальное и Energy Limit. Скорость пополнения энергии я прокачал до 4 уровня, потому что я не сижу и не кликаю там через каждый час, я просто захожу там несколько раз в день, покликал и вышел, поэтому я так вот прокачался. И до конца не прокачивал энергию, потому что мне надоело вот эти 9500 кликать, а еще и 10 тысяч, такой, не, все, спасибо, столько хватит. И поднимаемся в лигах, кстати, уже были раздачи, уже был airdrop токенов, у тех, у кого была легендарная лига и выше, была раздача токенов WUF, но там раздали, ну, вообще копейки, но все равно, уже как минимум одна раздача, то есть партнерство есть, и в дальнейшем, я думаю, будут еще разные airdропы, поэтому качайте, прокачивайте, зарабатывайте тапсы, точнее, это не тапсы, а игровые монеты, которые потом переконвертируются в тапсы, и будем ждать новых раздач. Если что, в своем телеграм-канале я буду писать какие-то нам новости по поводу проекта, если там что-то будет очень интересно, я буду писать в своем телеграм-канале, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить. И получается вот и все по этому проекту. Если же будет что-то интересное, то я запишу еще одно видео, но пока что мы просто фармим. Особо новостей никаких не выкладываю. Увидимся тогда в новых видео. Всем пока!